Вот в этом лесу я хочу ответить на некоторые вопросы, которые мне часто задают. Первое – это почему так долго выходит видео? И второе – какое следующее путешествие? Итак, начнем с первого. К сожалению, у меня не получается очень быстро монтировать. Я хочу сделать так, чтобы это все нравилось прежде всего мне. В среднем для того, чтобы смонтировать 20 минут, мне необходимо 2 недели. Ну и также основной причиной задержки видео это была подготовка к новому путешествию. А вот куда дальше будет мое путешествие, об этом вы узнаете в конце видео. Не переключайтесь. Сегодня мой путь лежал в национальный парк Picos de Europa. Это самый большой национальный парк в Испании. Thank you very much. Do you need some? Yeah. Okay, thank you. Но на пути будет немало интересных мест. Об этом все по порядку. Итак, первое. Вообще, вот этот регион, это шахтерский регион. Здесь были угольные шахты. Наша дорога будет лежать через самую старую шахтерскую деревушку. Ее построили в начале прошлого века. И социальный пакет, который там рассматривался, он был уникален. Это шахтерский городок Бустиэла, который является символом индустриального наследия княжества Астурия. Вот сейчас перед нами открывается вот этот городок. Все началось в конце 19 века. Тогда владельцы компании разработали первый социальный пакет для своих рабочих. А вот и сами шахты. Это был не просто жилой квартал с двухсемейными домиками. Не покидая территорию, рабочие могли делать покупки в магазинах, ходить в школу, церковь и даже казино. Ну и сам городок, вы видите, он из таких однотипных домиков, ну, блин, он красивый, он очень красивый. Сейчас здесь все восстановлено и работает, кроме одного места. У них даже был свой санаторий. Вот все, что осталось от этого санатория. Это санаторий, который использовался для рабочих. На то время уже беспокоились о людях, о рабочих. И имел на то время самую современную аппаратуру, включая рентген, который был открыт всего за 3 года до открытия санатория. Бустиэла стала витриной ответственности компании и одновременно примером контроля над жизнью рабочих. Ну и тем самым это был их контроль. Эти домики, может быть, старые, но они очень ухоженные. И вот здесь проходит путь пилигримов. Дорога в Сантьяго. Самый популярный из них – французский путь. Он же является первым. Еще не единожды на пути я встречу пилигримов, идущих по пути Сантьяго. Движемся к перевалам, движемся к пикам Европы. Они такими пиками вообще торчат, эти горы. Вау! Они просто завораживают. И вон очередная балконная дорога, и я так понимаю, что мы сейчас по ней поедем. Вот это круто! Вот это реально очень круто! Сейчас мне нужно подняться на перевал Пуэрто де лос Аньелос, высота которого 1630 метров. И далее
спуститься к скандальному водохранилищу Рианье. Зимой этот перевал очень часто закрыт из-за большого количества снега. Мы находимся на перевале, и здесь есть подъемники. Вот об этом я и говорил, что снег здесь есть. Ну и качество дороги от этого очень страдает. Но все эти дороги не мешают пилигримам двигаться к своей цели. Здесь тоже проходит путь Сантьяго. Ну, наверное, бы я бы так не смог. Хотя, вы знаете... Молодцы. Я приближался к водохранилищу Рианье, которое является самым скандальным водохранилищем Европы. Вон только немного воды. А по идее мы уже едем вдоль него уже какое-то время. Его затопление началось в далеком 1987 году и продолжается уже 38 лет. Причина этому – местные жители, которые не согласны покидать свои земли. А вот эти вот все луга были залиты водой. Сюда, наверное, и не подойти было. А сейчас вода ушла, и открылась дорога. Несмотря на протесты, вода постепенно наполняется, но иногда и отходит. И когда-то по этой дороге ездили. Потому что впереди старый мост. Это маленькая часть водохранилища, но именно она является спорной, так как на дне остались уникальные реликвии, связанные с путем Святого Якова, путем пилигримов. С момента затопления долины уже 9 древних деревень навечно остались на дне водохранилища. Блин, они такие красивые. Рыжие такие упитанные. Нормально. Вот так сотни лет жизни и памяти исчезли под толщей воды, оставив под водой только тени судьб и следы человеческой боли. Ой-ой-ой, камушки. Вот камушки — это очень опасная штука. Я двигался к своей цели, к ущелью Карес, но, как всегда, выбрал непопулярную дорогу, а именно старую ЛЕ 2711. Блин, тут такая старая дорога, потому что вот таких мостов очень-очень много. Вот именно старых мостиков вот таких. Они просто вот уходят так. У меня челюсть отвисла. Офигеть! Я приближался к национальному парку Пикос де Европа. Уникальность его в том, что в одном месте находится 40 вершин высотой более 2500 метров. Дорога спускалась на дно ущелья Карес, по которому можно доехать в затерянную деревушку Каин.
население которой всего 60 человек. Классно. Увидев эти странные сооружения, я и не догадывался, для чего они. Вообще непонятно. Слушайте, а здесь какой-то проход. Это место называется Чорко де лос Лобос. Это такое хитроумное решение для того, чтобы ловить волков. Этот вид ловли волков имеет свою 400-летнюю историю. Я, конечно, не похож на волка, но как-то вот тут вот это вот все работает. Тогда в каждой семье был охотник за волками, который по звону колокола должен был явиться на свое место и спрятаться в хижине. При этом остальные члены семьи отвечали за целостность чистокола и каменных ловушек. И вот дальше идет проход, и там попадаешь в эту яму. Вот так местные жители боролись с волками. Голь на выдумку хитра, как говорится. Два с половиной километра осталось доехать. Блин, там этот каньон все сужается и сужается. И дорога, чтобы вы понимали, она тоже становится все уже и уже. Маленькая-маленькая щель каньона остается. Вот вам и балконная дорога. Она вообще вот здесь подвесная дорога. Я даже не ожидал, что здесь такие горы, что здесь такие скалы и такие дороги. Вау! Офигеть! И вот она, затерянная деревня. Это деревня Каин, которая окружена горами высотой более 2500 метров. Здесь заканчивается дорога и начинается туристическая тропа в ущелье Карес. Вот как-то так я его оставляю под вот этим знаком. Но молодой человек, который тут работает, он мне это разрешил. До первых красивых видов недалеко, буквально 20 минут. Пойдемте. Ущелье реки Карес – это впечатляющий природный каньон, прорезан в сердце национального парка Пикос де Европа. Сама тропа с вырубленными туннелями и подвесными мостами была построена в начале 20 века для обслуживания местной гидроэлектростанции. Вырубана вот так подвесная дорога, и вот она идет 12 километров, вы представляете? Это место, где природа говорит громче слов. Здесь, среди суровых гор, земля словно разошлась, открыв для нас дикий мир, неприступный и настоящий.
Это была не просто прогулка. Ущелье словно говорит: смотри, чувствуй, запоминай. И ты смотришь и запоминаешь все навсегда. Вот это я понимаю, балконная дорога. Вот на вот этом прекрасном виде заканчивается мой маршрут. На фоне вот этих прекрасных гор заканчивается мое длительное путешествие. Это все есть в книжке, которую я разрабатывал. Это все есть в том маршруте. Каждый готовится к путешествию по-разному. Я прорабатываю весь маршрут для того, чтобы быть готовым к неожиданностям. Ну и традиционно вы его можете приобрести. Для этого оставляйте запрос в комментариях. А вот эта красота всегда останется у меня в сердце. Я очень вам рекомендую сюда приехать на севере Испании. И вот опять же знак «Путь святого Иакова». Очередная балконная дорога. Я продолжал свой путь этими удивительными местами. Дорога чередовалась каньонами и перевалами. Но все эти дороги меня поражали. Слушайте, тут и сказать нечего. Просто тут нечего сказать. Друзья, ну я в восторге. Перевал Сан-Глорио – это последний перевал на моем пути. С высоты 1600 метров можно крайний раз насладиться этими видами. Блин, у меня нет слов. Сейчас такой вниз будет серпантин, что ого-го-го. Вот это крайний мой перевал, который я проехал. Этот перевал еще называют перевал Косули, так как именно ее статуя здесь установлена. Здесь кучу мотоциклистов оставляют свои наклейки. Я провел столько времени в пути, что дорога стала для меня домом. После пройденных не 1000 километров, ночей под звездами, как говорится, язык до Киева доведет. Дней полных ветра и дождя, пыли дорог и постоянного движения, я пришел к выводу, что настоящая свобода не в бесконечном движении, а в осознанности того, что ты делаешь. Спасибо дороге за преподнесенные уроки, за дождь, что научил терпению, за перевалы, что напомнили: страх он есть, но он не враг. Он компас правильного пути. Стельвио! И ты сюда приехал. За людей, чьи взгляды согревали и мотивировали. Бертром. Сделали доброе дело.
Спасибо людям. А теперь я еду домой. Усталый, но счастливый. Не прежний, но настоящий. И это возвращение не конец. Это старт нового путешествия. А сейчас я хочу ответить еще на один вопрос. Куда я собираюсь в следующее путешествие? Прежде всего, я хочу проехать дорогами своего друга, Сергея Гесь. Именно он стал для меня вдохновителем. Когда уже хочется просто дать газу и наваливать по полной программе. Можно подняться еще выше. Тихо. И знаете, что я обожаю? Правильно, виноград с расплавленным сыром. Ну, честно, я не знаю, нахера оно мне надо. Вот здесь вот он, в описании. Да, я еду на Балканы. Что такое Балканы? Это горы, которые расположены на территории таких государств, как южная часть Словении, Босния и Герцеговина, Хорватия, Сербия, Черногория, Албания, Македония, Республика Косово и, конечно же, Балканский полуостров, а это именно Греция. Но это еще не все. Я планирую проехать по 3 крупным островам Средиземного моря. Вот именно поэтому мое путешествие называется «Путь за 4 моря». Сейчас, когда вы смотрите это видео, я уже в пути. Следить за мной вы можете в Instagram. Я регулярно буду выставлять туда сторис.